Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю обзор 7 крупных кондитерских насадок для крема, которыми наиболее часто украшаются торты, пирожные, капкейки, а также покажу, как окрашивать крем для использования всех этих насадок. Крем здесь в данном видео я использую крем итальянская меренга, белковый заварной крем. Итак, самая первейшая насадка, я бы сказала, это насадка 1М, открытая звезда. На выходе она примерно получается 1,5 см, 12-15 мм. Если мы сейчас заполняем кондитерский мешок вот таким образом, ложка белого крема, ложка бирюзового, то получается очень красивый рисунок у нас потом на выходе. Видите, такой он как бы завуалированный получается рисунок, очень красиво, если мы начнем именно с белого крема наполнять мешок. И эта насадка очень широко используется в украшении шапочек для капкейков, тортов, а также наполнение из нее пирожных, именно кремовых. Вот такие маленькие завитки. Получается, также безе превосходно можно отсаживать именно из этой насадки. И, конечно же, все виды бордюров из нее отсаживаются. Здесь у меня насадка 2D. Это насадка закрытая звездочка. Она имеет такой же размер, как и у насадки 1М. И из нее превосходно получаются сразу шапочки у капкейков в виде таких фантазийных розочек. Итак, я сейчас покажу, как окрасить крем. Стенки кондитерского мешка я окрасила розовым кремом, только стенки. И весь кондитерский мешок я наполняю белым кремом. Смотрите, получается сразу вот такая вот розочка фантазийная. Видите, то есть сразу капкейк готов. Также из нее можно отсаживать зефир, естественно. И украшать торты, когда нам нужно украсить такую боковину у торта, очень красивую. Крем здесь в данном видео я использую крем итальянская меренга, белковый заварной крем. Вот такие прекрасные фантазийные розочки получаются сразу. Здесь насадка Василек, насадка 2F. Из этой насадки получаются такие незатейливые цветочки, штампы. И также из нее можно делать прекрасные бордюры. Украшать также капкейки и пирожные. Здесь не очень хорошо у меня садится крем на эту подложку, потому что подложка очень гладкая и крема на ней нет. И если кто-то сталкивается вот с такой проблемой, нужно сначала, конечно же, смазать поверхность, на которую отсаживается крем, тонким слоем крема, и уже на этот тонкий слой крема уже отсаживать узор. Завитки также прекрасно отсаживаются из этой насадки. И бордюры также из нее прекрасно получаются. Также всевозможного вида орнаменты. В ней несколько полосок таких тонких. Получается очень красиво. Здесь у меня насадка 195. Она размером такая же, как насадка 1М. Это открытая звездочка с мелкими такими зубцами. Из нее прекрасно получается безе из этой насадки. Очень рекомендую приобрести ее именно для того, чтобы отсаживать безе. Здесь насадка 1А круг, тоже размером как 1М. Из этой насадки очень хорошо также отсаживается безе.
Также можно украшать шапочки у капкейков и делать всевозможные бордюры. Вот такие капельки из нее прекрасно отсаживаются. Также вот для пирожных макаронс, как я сейчас показываю, это незаменимая просто насадка. И для основания для цветов, как я сейчас сделала завиток. И также вот шапочки у капкейков можно ее вполне украшать этой насадкой. Здесь насадка 1Е. Это насадка крупная. У основания она 3 сантиметра. У нее много зубцов, и она идеально подходит для определенного вида украшений капкейков. Сейчас я вам покажу. Здесь я отсадила темный крем зеленый в отдельный кондитерский мешок. Сейчас с одной стороны я отсаживаю этот крем в мешок с насадкой. Вот здесь у меня, видите, полоса такая, стык, и я по нему ориентируюсь. С одной стороны только делаем полосу из крема, и все остальное пространство кондитерского мешка я заполняю просто зеленым кремом. Получается, вот смотрите, сразу огромная такая большая шапочка у капкейка. То есть насадка очень большая, она дает сразу готовую шапочку. Конечно же, подобного рода насадки берут много крема, к этому нужно быть готовыми, но они того стоят. Они продаются, как правило, такие насадки во всех кондитерских магазинах. И видите, вот эта окрашенная полоса, она идет у нас только с одной стороны крема. И также можно небольшой завиток, такой более плоский, делать из этой насадки. Также прекрасно получаются безе из этой насадки. Здесь у меня насадка 336, тоже большая. Она очень большая, я бы сказала, она 3,5 сантиметра у основания. И смотрите, сейчас я выложила по 1 столовой ложке 5 цветов крема, чередуя один за одним. И 2 раза я так сделала. И получается вот такой многоцветный у меня внутри окрас у этого крема. Не использую лишние кондитерские мешки. Из этой насадки также прекрасно получаются безе, шапочки у капкейков. Также получается зефир. Я очень часто эту насадку использую именно в приготовлении зефира. Видите, вот такого рода рисунок уже не так хорошо из нее получается, как из насадки 1Е. Но все равно получается. И вот такие вот небольшие завитки тоже из нее можно делать. И вот смотрите, сейчас я наполняю эту насадку полностью розовым кремом. И получается, видите, такие завитки уже как бы внутри розовые. Очень удобно тоже так делать. То есть у них как бы разноцветные получаются контуры по окантовке. Но сам по себе крем внутри розовый. Также бордюры, естественно, барельефы разные можно из нее делать. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.